Всем привет! Меня зовут Анна, и вы смотрите мой канал «Типичный журналист». Сегодня говорим о том, как выстраивать отношения со СМИ. Это видео будет полезно и интересно тем, кто уже работает в пресс-службах, либо в принципе интересуется этим направлением, тем, кого интересует пиар, и тем, кто в принципе хочет узнать, что это такое и чем занимаются те самые пресс-секретари или пиарщики. Я буду больше говорить о политике, потому что эта тема мне близка, но я уверена, что те советы, которые вы услышите сегодня, в принципе подходят для работы с любым другим человеком, либо даже с компаниями. Если совсем коротко и просто, то сегодня мы будем говорить о людях, которые отвечают за публичное взаимодействие, публичные выступления, простите за тавтологию, публичных людей, также отвечают за их взаимодействие с прессой, ну и, конечно же, без этого сейчас никуда, ведут все их соцсети. К примеру, если министр, губернатор, какой-то депутат делает пост у себя в Инстаграме или в Фейсбуке, этот пост касается его работы, то с вероятностью в 90% этот пост написала его пресс-служба. И даже если у вас есть ощущение, что это не так, потому что эта публикация живая, понятная, легкая, то в этом случае его тоже написала пресс-служба, но хорошая пресс-служба. Многие специалисты в этой сфере советуют всем, кто будет работать в пресс-службах, писать и делать пресс-релизы. Конечно же, это важно, и иногда это очень полезная история, и пресс-релизы должны быть понятными, легкими, там не должно быть много воды и лишних слов. Лучше, если вы туда внесете какие-то полезные цифры, которые можно потом использовать в материале, какие-то классные факты, биографии людей, и я об этом уже много говорила. Также может быть полезна такая история, как пост-релизы. Если какие-то представители СМИ не приехали, не смогли быть на мероприятии, то вы рассылаете, по факту пост-релизы — это готовый материал от пресс-службы, а журналисты уже его адаптируют так, как им угодно. Конечно же, пресс-релизы, пост-релизы — это хорошо, это классный инструмент работы, но мне нравится, когда, если мы говорим о политике, политик активен в соцсетях, или компания какая-то, которую вы, к примеру, будете вести, будете пресс-секретарем этой компании, активно в соцсетях, активно реагирует на какие-то кризисные ситуации, не стесняется об этом писать. И если вы читаете новости, а вы определенно их читаете, если смотрите мой канал, то вы видите, что крупные уважаемые СМИ не стесняются ссылаться на соцсети, опять же, политиков или тех или иных компаний. Более того, какой-то комментарий в соцсетях сейчас приравнивается к официальному заявлению. Даже комментарий в прямом смысле этого слова. Поэтому мне нравится эта история, когда вы можете просто написать 3 предложения у себя на официальной страничке, и это, в принципе, будет засчитываться. Это очень круто, это в духе времени, но это нам напоминает о том, что соцсети нужно вести крайне осторожно, и что любое ваше некорректное высказывание, любая некорректная формулировка, либо же ошибки могут сыграть с вами злую шутку. И, конечно же, мы понимаем, что публичные люди уже не имеют права написать пост в Facebook, где они не перепроверят информацию, или даже сделать репост какой-то публикации, которая является фейковой, потому что их уже будут высмеивать, об этом напишут новость. В Одессе есть такой пример, когда депутат облсовета опубликовал у себя в соцсетях новость о том, что в воздухе с самолетов распыляют коронавирус для того, чтобы уничтожить человечество, и добавил, что он собирается с этим бороться. И это не был сарказм, это была прям официальная такая информация от него, очень серьезная, очень уверенная. И это тот случай, когда, конечно же, очень многие журналисты эту новость взяли с этими скринами и написали о том, что депутат Одесского облсовета верит, что вот такая история происходит. Поэтому, если вы начинаете сотрудничать с публичным человеком, то вы будете заниматься его социальными сетями, и даже ваше сотрудничество со СМИ, оно будет во многом проходить через соцсети. Более того, мы сейчас вспоминали какой-то негативный пример, но есть много позитивных, когда вы публикуете какую-то
уникальную информацию, какие-то уникальные данные, или анонсируете какую-то классную программу, или просто какое-то интересное мероприятие, делайте это понятно, делайте это приближенно к реальной жизни, так что это легко и понятно прочитать. Многие журналисты просто видят этот пост как тему для материала, связываются с вами и говорят: мы видели, вы опубликовали это, давайте мы сделаем об этом материал, либо же просто прокомментируйте это, либо же, когда ваш публичный человек, будем называть его так, может у себя в соцсетях отреагировать на какое-то событие, на какую-то новость и написать, что он думает по этому поводу, и это тоже будут публиковать, это тоже будут там репостить, и на это будут реагировать. То есть сейчас, по моему ощущению, может быть, другие пиарщики со мной не согласятся, сейчас, по моему ощущению, официальные страницы в соцсетях приравнялись по весу, по значимости к каким-то официальным заявлениям на телевидении, к официальным заявлениям через там, брифинги и пресс-конференции, и к официальным рассылкам от пресс-служб. То есть соцсети сейчас имеют огромную силу. Их читают, их контролируют, на них ссылаются СМИ, поэтому их нужно вести очень осторожно и очень грамотно. Совет, который я выделила и сформулировала от себя, когда я пролистала соцсети разных политиков и публичных персон, я вам сейчас советую посмотреть там Инстаграм или Фейсбук мэра вашего города, губернатора вашей области, министра, президента. Просто зайти и посмотреть, как они выглядят, какие-то вам понравятся, какие не понравятся, проанализировать, почему вам понравились те или другие. Посмотреть, как подают текст. Как подают текст, например, в Фейсбуке, он более официальный, он позволяет нам писать лонгриды, там, скорее всего, одна история. Инстаграм, он все-таки больше о жизни, он чуть проще, он живее. Просто посмотреть, сравнить. У некоторых политиков есть ТикТок, у некоторых компаний есть ТикТок сейчас, и за этим тоже интересно наблюдать. И мне, на самом деле, очень нравятся те официальные публичные персоны, которые смогли сделать ТикТок современным, познавательным, смешным. Они делали эти видео такими, за которые вам неловко, потому что вы понимаете, что люди вообще не понимают, не улавливают специфику ТикТока. И если у вас уже есть примеры каких-то крутых страниц, то обязательно пишите в комментариях, кто вам нравится, за кем вы следите и, в принципе, кого можно ставить пример в этом плане. Пиарщик должен следить за трендами в соцсетях. И я понимаю, что работая с государственными структурами, это бывает тяжело. Или работая с какими-то компаниями, которые производят что-то специфическое, вы не можете себе позволить, ну так же, как и с какими-то там политиками, вы не можете себе позволить вести Инстаграм в нюдовых тонах, с какой-то уникальной эстетикой, с какими-то модными трендами. Ну, понятно, потому что вы не сможете передать всю эту информацию, которую вам нужно передавать через эту соцсеть, через вот эту инстаграмную эстетику. Но есть же какие-то общие тренды, есть же общее понимание там, цветов, того, что иногда нужно оставлять воздух, что вы не можете опубликовать 15 портретов крупных в Инстаграме подряд, что иногда эту ленту нужно чем-то разбавлять, что в Фейсбуке точно так же нужно чередовать иногда видео с каким-то текстом, с какими-то фото и менять эту историю. Что было бы классно, если бы в Инстаграме, заходя на страницу публичного человека, было сразу написано, кто он, что он, дополнительные какие-то ссылки, но при этом не было перегруза по миллион смайликов, миллион ссылок, миллион чего-то там, чтобы это было, в принципе, понятно, легко, чтобы вы сразу поняли, чем занимается этот человек. Иногда бывает такое, что у мэра города в Инстаграме не написано, например, что он мэр города, просто пустая страница и какие-то очень странные публикации. То есть люди, конечно же, подписываются на него, но видно, что страница не живет, потому что она, правда, она странно оформлена, что нужно сохранять вот эти хайлайтсы, воспоминания так, чтобы люди, которые это пропустили, могли посмотреть, сохранять их по сферам. Что нужно, чтобы эти страницы были информативными, конечно же, в первую очередь, чтобы люди знали, как возможно с вами связаться, куда обратиться, как написать обращение, если вы представляете какую-то официальную структуру, как заказать тот или иной товар. Все должно быть понятно и легко, должно быть понятно, чем занимается этот человек и вообще, кого он из себя представляет. Возвращаясь к трендам, я понимаю, что тяжело соблюдать эстетику модную инстаграмную, когда вы ведете Инстаграм официального лица.
но вы можете просто делать это красиво, следить за тем, как выглядит ваша лента, достаточно ли там информации, достаточно ли там каких-то сторис и так далее, и так далее. Более того, я бы советовала вам не перегружать эти страницы, используя какие-то приложения, когда вы создаете какие-то сторис, где там выезжает, заезжает со спецэффектами, вот это вот оно все такое интересное, там какие-то цветочки, какие-то веточки. Мне почему-то кажется, опять же, это мое мнение, что когда вы смотрите соцсети публичного человека, приятно думать, что он сам это ведет, что он сам отвечает на комментарии, что он сам ведет эти страницы, что он сам создает этот контент. И, конечно же, когда вы делаете что-то такое ультрамодное, очень сложное, со спецэффектами, вы сразу понимаете, что там губернатор области не будет делать сторис с вот этими спецэффектами, что, вероятно, это ведет пресс-служба. А когда оно все красиво, но сдержанно и легко и понятно, то вам кажется, что это сам человек. Соответственно, создается такой очень живой и приземленный образ. Это круто. И по моим ощущениям классно, когда кажется, что, может быть, человеку кто-то помогает вести соцсети, но он ведет их сам. И я думаю, что в этом и смысл как раз пресс-служб, в том, чтобы помогать человеку создавать какой-то правильный живой образ, а не занимать все его пространство вот чем-то искусственным, какими-то сложными текстами, такими деревянными, нечитабельными, какими-то сложными картинками, какими-то сложными спецэффектами. Мне кажется, что это все-таки должно быть о простоте и о человечности. Ваши тексты должны быть живыми и понятными. И тут, конечно же, можно вспомнить все мои видео, в которых я рассказываю о правилах классного текста. Но, безусловно, я как человек, который был и по одну сторону, и по другую, прекрасно понимаю, что тексты журналистов и тексты официальных лиц, компаний, они отличаются. И это то, с чем мне было трудно смириться первое время, когда я начала работать в пресс-службе губернатора. То, что, к примеру, областная администрация, структура, да, пресс-службы, которую мы представляли, это первоисточник. Точно так же, как и любое другое официальное лицо. И если журналист может себе позволить назвать все простыми словами, как-то упростить, завернуть, не написать полное название чего-либо, да, а как-то сократить его, не написать полную должность, а сократить ее и сделать ее понятной, или вообще написать так, как они говорят в народе. Зачем далеко ходить? В Украине на самом деле официально нет губернаторов. Вот эти люди, которых мы иногда называем губернаторами, они официально у нас главы областных администраций. И вообще этот титр, эта должность звучит еще больше на украинском языке, потому что там государственный, областной, такой-то администрации, то есть вот это такая длинная история, это не губернатор. При этом журналисты иногда себе позволяют написать губернатор, особенно в заголовке, потому что так понятнее, так проще, люди и так поймут, о ком идет речь, хотя, это не очень, наверное, корректно, но так понятней. Мы же, как представители уже, например, пресс-службы, не имеем права вот так сокращать. Мы, как первоисточник, должны писать все длинно, все официально, вот так, как оно называется. Если это закон, то там нужно указывать полностью все его название, без каких-то упрощений и сокращений. Если это департамент, то мы не можем сократить его название, а называем его полностью. Если это должность, то полностью, если это какая-то цифра или важный факт, то мы тоже описываем все официально. И при том, что я понимаю, что первоисточник, конечно, не может настолько резать текст, как журналист, к примеру, вы все равно, даже с вот этими сложными словами, можете попытаться подать это как-то более понятно, что ли, или как-то позаигрывать с публикой, особенно если это не сайт, например, а это, опять же, соцсети какие-то официальные. Вы можете придумать формат, в котором там, сам пост будет простым, а уже официальную информацию можно будет посмотреть на сайте. Очень важно, чтобы ваши соцсети были понятными и легкими, ваши тексты были понятными, живыми и легкими. Конечно, если у вас нет цели, чтобы вас читали, чтобы люди заходили к вам на страницу, чтобы они интересовались тем, что вы делаете, то вы можете писать как угодно. Но если ваша цель показать, что публичное лицо, с которым вы сотрудничаете, это простой, понятный человек, который много делает для людей, который
делает какие-то правильные вещи, принимает какие-то правильные решения, то ваши тексты, конечно же, должны быть понятными, простыми и человечными. Я понимаю, что иногда вам придется рассказывать о каких-то паркетных заседаниях, как мы их называем. Это все вот эти неинтересные заседания, на которых получаются ужасные фотографии, потому что это обычно какие-то старые советские еще помещения, потому что там обычно нет нормального ремонта или он какой-то очень странный. Зачастую вот фотографы, все меня поймут, там какой-то зеленоватый цвет стен, и эти люди постоянно с какими-то зелеными оттенками лица получаются, и эти шторы ужасные, и эти вазоны стоят. То есть вот это все будет, если вы будете работать с официальными лицами, и даже если у вас какая-то классная область, классный город, вы работаете с мэром, там, с губернатором, с политиком, с депутатом, все равно вы будете попадать в обстоятельства, в которых вот эта паркетная история будет присутствовать, и вам придется как-то об этом говорить. Иногда, конечно, вы можете послушать, посмотреть и сказать, ну давайте уже не будем об этом рассказывать, это не так интересно, но иногда там принимаются какие-то важные решения, и о них нужно рассказать. А вы как пиарщик можете найти варианты, как рассказать об этом не настолько отвратительно, как это было на самом деле. И текст во многом вам поможет. Конечно же, в идеале, когда есть возможность еще и проиллюстрировать чем-то другим, не вот этим заседанием, а какой-то другой фотографией или картинкой, или графикой, это вообще супер. В любом случае, пытайтесь быть чуть понятней. Более того, иногда темой публикации может быть не само заседание, не само мероприятие, а, например, какой-то диалог, который там произошел, или встреча, или какой-то человек уникальный, или какое-то там обещание интересное. Ну, то есть подумайте о ракурсе и о том, что вам выгоднее подавать в этом случае. Очень многие публичные лица считают, что, конечно, важно всех поздравлять со всеми праздниками, но можно поздравлять самой популярной картинкой из Гугла, она еще обычно плохого качества, и почему-то они думают, что вот людям будет приятно это читать, и это как-то затронет их сердце, и они сразу же подумают об этом человеке хорошо. Нет, на самом деле многие праздники — это возможность рассказать какую-то личную историю. И, конечно, не на каждый праздник найдется личная история, да и не всегда в этом есть смысл. Иногда можно просто написать какое-то сдержанное там, или интересное, какое-то классное поздравление, или просто как-то отметить ту или иную дату, там, праздничную или нет. Но есть какие-то праздники, какие-то даты, которые могут стать классным поводом рассказать личную историю, показать личную фотографию, показать свою семью, показать свое хобби, показать или вспомнить свою школу, вспомнить свой университет, студенческие годы. Это очень оживляет страницы официальных и публичных лиц. В идеале, конечно же, делать вот календарь этих событий и продумывать это все наперед. Сотрудничайте с прессой, не бойтесь давать им комментарии, не бойтесь взаимодействовать с ними, не используйте фразу без комментариев. Я об этом часто говорю. Понимаю, что как-то так уже сложилось в кино, постоянно говорят прессе без комментариев, мы часто слышим эту фразу, но ничего хорошего, даже если вам действительно нечего сказать и вы не хотите комментировать эту тему, фраза без комментариев не принесет. Гораздо продуктивнее ответить честно и сказать, что пока не знаю, разберусь, или же обязательно уточню. Да, спасибо за вопрос. Мы можем отдельно посвятить этому вопросу там, эфир или материал. Я подготовлюсь, мы обязательно это обсудим. Или еще не слышал, но разберусь. В общем, помните о том, что фраза без комментариев, в принципе, плохой вариант для того, чтобы ответить, даже когда вы не знаете ответ. Если вы где-то налажали, если случилось что-то, где вы на 100% понимаете, что произошла какая-то некорректная ситуация, не бойтесь извиняться и делайте это сразу же. Но если вы понимаете на 100%, что это ваша вина, когда вы ничего не сделали и ситуация стала публичной, потому что вы просто затронули какую-то яркую тему,
тогда это другой разговор. Но если вы понимаете, что где-то произошла ошибка, то извиняйтесь, сделайте это сразу, не переживайте. Это тоже очеловечивает вас как публичное лицо. Не бойтесь писать «извините, ошиблись, исправили». Это касается и журналистов, это касается и СМИ. Если посмотреть, как ведут свои соцсети, например, BBC Украина, очень часто можно заметить в комментариях ответ подписчикам, которые, например, вы там написали с ошибкой это слово, или вы ошиблись фамилией, или вы там где-то неправильно сформулировали. Вы часто можете увидеть, когда они отвечают и пишут: да, класс, спасибо, исправили, извините, все. То есть это какая-то нормальная история, все, и получается конфликт уже погасили. А если вы начнете либо игнорировать эту историю, либо наоборот как-то агрессивно реагировать или делать вид, что вы правы, то эта ситуация вызовет гораздо больше негатива. Антикризисная коммуникация — это вообще тема для отдельного большого блога, а может быть целого фильма, потому что когда происходит какая-то лажа, очень важно правильно отреагировать на эту ситуацию и правильно себя повести. И мы знаем много примеров, когда или из-за ошибок пиарщиков, или из-за ошибок руководства, которое либо послушало, либо не послушало этих пиарщиков, компании и публичные люди выходили из конфликтов не очень хорошо, точнее, не выходили из них. И если проанализировать советы таких правильных, адекватных, по моему мнению, экспертов в этой сфере, то первый и главный совет — это не молчите. Конечно, от себя добавлю, что когда происходит какая-то кризисная ситуация, важно не молчать, не оставлять вот эту пустоту в инфополе. Хуже, когда вы молчите и когда вы оставляете пространство для того, чтобы другие люди, недоброжелатели, отвечали за вас. Или же, чтобы люди самостоятельно трактовали ваше поведение, ваш поступок и явно будут это делать не так, как бы вам хотелось. Поэтому лучший вариант в таких ситуациях, когда произошла какая-то лажа, выходить и объяснять это, в каком формате вы это будете делать, вы решаете уже вместе со своей пресс-службой, со своими пиарщиками, но просто проигнорировать какую-то масштабную ситуацию, какой-то масштабный кризис — это очень плохой вариант. Конечно же, если вашу репутацию пытается испортить СМИ, у которого там 400 подписчиков в Фейсбуке, и вы понимаете, что там один человек лайкнул, и это этот же журналист, который написал этот материал, и оно особо никаким образом вас не задевает, и, в принципе, вы видите, что реакции людей нет, то, конечно, совершенно нет смысла реагировать на это и вам. Но когда ситуация вышла за рамки, когда она стала публичной, и когда она сильно влияет на вашу репутацию, безусловно, нужно реагировать. Еще круче это, когда вы работаете на опережение, и первыми выходите с публичным заявлением и с публичным разъяснением того, почему так произошло и что же случилось. Ну и напоследок хочу прочитать цитату, которая мне очень понравилась. Я ее услышала у Тимура Асланова, чьи лекции слушала недавно. Как раз они связаны с пиаром, с антикризисными коммуникациями. Кому будет интересно, найдете, послушайте. Я считаю, что это просто отличный совет, который звучит так: не наказывайте гонцов, которые приносят плохие вести, иначе будете узнавать о внештатных ситуациях от журналистов. И вот это, конечно, напрямую касается очень многих чиновников, которых со временем их окружение начинает держать в вакууме. И вы это тоже видите. Да, в такой изоляции, в таком шарике позитива. Им кажется, что у них все хорошо, что их поступки публика принимает прекрасно, что нет никакого негатива, что все в народе идеально. Почему это происходит? Потому что они, видимо, слишком агрессивно реагировали на какие-то плохие вести, или же не умеют принимать плохие новости, или же не умеют признавать проблемы. И их окружению проще им льстить, их обманывать и не говорить о плохих новостях или о том, что где-то что-то пошло не так. Какое-то время этот публичный человек будет находиться в прекрасном состоянии и в прекрасном розовом мире, но потом, когда о проблемах вы как руководитель или вы как публичное лицо будете узнавать от журналистов, читая утреннюю сводку новостей, тогда это, конечно, будет большим провалом. Потому что уже в таком случае реагировать на какие-то кризисные ситуации гораздо сложнее, когда вы к ним просто не готовы. Поэтому это уже, наверное, совет больше для
руководителей, для людей, которые будут себе нанимать пресс-секретарей. Умейте принимать какие-то плохие новости, и я бы не скажу, радуйтесь им, но относитесь нормально к тому, что вы узнали какую-то плохую новость. Это значит, что у вас есть возможность и время с ней справиться, если вы узнали ее от своих сотрудников, а уже не от СМИ или не в соцсетях. Вот такие советы я для вас собрала, связанные с пиаром, работой пресс-службы. Традиционно надеюсь, что они будут вам полезны. Я знаю, что меня смотрит большое количество классных, талантливых ребят, которые все еще в поиске себя, которые присматриваются к журналистике, присматриваются в том числе и вот к пиару. Поэтому, возможно, мое видео поможет вам, и вы поймете, что это вам интереснее, и что вам было бы интересно поработать и в этом направлении. Но не хочу никого пугать, и вам не обязательно отказываться от одного, чтобы работать в другом. Зачастую эти сферы настолько переплетены и связаны друг с другом, что, поработав журналистом, вы прекрасно справитесь с работой пресс-секретарем. Это реже бывает наоборот. Чаще все-таки из журналистики идут в пиар и пресс-службы, как раз потому, что вам после работы в СМИ будет гораздо проще работать пресс-секретарем, потому что вы будете понимать, как работает медиа, вы будете уже знать людей, которые работают в медиа, и это будет совершенно другой уровень отношений, это будет уже не официальная какая-то переписка, вы сможете называть вещи своими именами, вы сможете говорить своим коллегам, редакторам или журналистам все, как оно есть на самом деле, и иногда они смогут спокойно что-то убрать из вашего интервью или наоборот что-то добавить, или точно так же они вам честно смогут сказать, почему тот или иной материал они не могут выпустить, почему они не могут говорить об этой теме. Мы же с вами взрослые люди, прекрасно понимаем, как сейчас работают некоторые СМИ. Так что вот эта вот честность и вот это понимание всех процессов очень полезно для работы пресс-секретарем и работы пресс-службы. Вот такие советы, если подытожить, я вам подготовила. Жду от вас, конечно же, реакции в комментариях или в личных сообщениях. И жду от вас ссылки или имена людей, чьи соцсети, по вашему мнению, мне было бы интересно увидеть имена каких-то официальных лиц, чьи соцсети, по вашему мнению, классные, живые, и их интересно читать, и за ними интересно наблюдать. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Пока-пока.